Сегодня готовлю интересные блюда из доступных продуктов и совсем несложные в исполнении. Котлеты из куриной грудки, но при этом сочные и очень нежные. А еще внутри у них чудесный секрет. Ну а запеканка из кабачков, в составе которой буквально 3 ингредиента, это просто волшебство. Хороша как в теплом, так и в холодном виде. И это еще не все рецепты, которые будут в видео. Приятного вам просмотра и удачного воплощения понравившихся рецептов. Для приготовления следующего блюда яйца разбиваю прямо в форму для запекания, в которой и буду готовить. Добавляю специи: черный молотый перец, щепотку сушеного тимьяна, сушеный орегано и сушеный чеснок. Соль не добавляю, чуть позже станет понятно почему. Кабачки натираю на средней или крупной терке и хорошенько отжимаю. Кабачковый сок не выбрасываю, его можно использовать для приготовления других блюд. Например, добавлять в супы при приготовлении тушеного мяса или овощей, или делать смузи. Яйца со специями слегка взбалтываю, сюда же кладу отжатый кабачок. А еще крошу сыр фета. Он достаточно соленый, поэтому в блюдо соль не добавляю. Вместо феты можно использовать и брынзу. Теперь все перемешиваю. Поверхность будущей запеканки разравниваю, ее можно готовить уже в таком виде, но для яркости я добавляю немного мелко нарезанного помидора. Также можно использовать и болгарский перец. А еще я оставила немножко феты, которую крошу сверху, чтобы запеканка выглядела еще интереснее. Помещаю форму в разогретую до 180 градусов духовку и готовлю запеканку примерно 35-40 минут. Кабачка в запеканке достаточно много, и за этот промежуток времени он приготовится до состояния аль денте, то есть останется чуточку плотным и хрустящим. Готовую запеканку достаю из духовки и даю ей постоять минут 10, чтобы она немного уплотнилась и ее было легче нарезать и вынимать. При подаче добавляю немного зелени, у меня измельченная петрушка. Ну разве не красота? Это очень вкусно. Блюдо получается очень аппетитное и легкое. Причем такая запеканка хороша как в теплом, так и в холодном виде, что позволяет ее взять с собой, если нет возможности разогревать еду. Следующее блюдо готовится быстро и буквально собирается из того, что есть в холодильнике. Кабачок я натираю на мелкой терке и отжимаю сок. Опять-таки сок не выливаю, использую его впоследствии для приготовления других блюд. Отжатый кабачок выкладываю в глубокую емкость, немного его расправляю, чтобы было впоследствии легче перемешивать. Сюда же банка консервированного тунца в собственном соку, с которого я предварительно хорошенько слила жидкость. Подойдут любые рыбные консервы, главное без костей. Для плотности будущих котлет, а это будут именно котлеты, добавляю сваренный в мундире картофель, натертый на мелкой терке. Нет картошки в холодильнике? Тогда можно добавить пару столовых ложек муки, которую вы обычно используете. Также на мелкой терке натираю немного сыра, у меня легкий. Добавляю яйцо и специи, соль, черный молотый перец и сушеный чеснок. Все перемешиваю, делаю это при помощи обычной вилки и руками формую котлеты. Масса мягкая, пластичная, отлично держит форму, котлетки получаются ровными и аккуратными. Разогреваю сковороду и готовить эти рыбно-овощные котлеты буду на топленом масле. Нет топленого, можно взять обычное растительное, совсем немного. Огонь делаю не сильный, потому что практически все составляющие котлет уже готовы. Обжариваются они очень быстро, буквально 2-3 минуты с каждой стороны. Эти румяные сочные котлетки – отличный вариант ужина. Готовятся несложно и очень быстро. Не требуют никакого гарнира, ведь все есть уже в их составе, ну разве что свежих овощей и зелени. Если вдруг ненароком после ужина пара котлет останется, попробуйте их на завтрак в холодном виде, и они вас тоже порадуют. Для приготовления следующего блюда я взяла картофель, сваренный в мундире, полностью остывший. Почистила и разминаю его при помощи толкушки. Брокколи у меня замороженная, отвариваю ее в подсоленной воде до полной готовности. Точно так же можно поступить и со свежей капустой. После варки брокколи откидываю на сито, и так как в замороженной капусте очень много влаги, немного ее отжимаю. Когда брокколи немного подостынет, добавляю ее к картофелю и теперь разминаю все вместе до однородности. Немного подсаливаю, добавляю черный молотый перец и сушеный чеснок. Натираю сыр на мелкой терке и все перемешиваю.
Овощная масса получается достаточно плотная, хорошо держит форму. Делю на порции, выкладываю на противень, застеленный бумагой для выпечки. Ложкой или руками каждой порции придаю форму шайбы с большим углублением и достаточно высокими бортиками. Таким образом подготавливая место для начинки, для которой тонко нарезанный репчатый лук пассерую на небольшом количестве растительного масла. Когда лук станет чуточку прозрачнее, в сковороду добавляю нарезанный красный болгарский перец. Довожу овощи до готовности. В конце добавляю измельченный чеснок, соль, черный молотый перец и любые специи, если вы хотите, по вкусу. И огонь под сковородой выключаю. В качестве мясного белкового составляющего у меня сегодня просто отварная куриная грудка, уже остывшая. Разбираю ее на волокна и смешиваю с овощами. Раскладываю начинку по подготовленным шайбам и делаю заливку. Для нее беру натертый на мелкой терке сыр, у меня сегодня легкий, добавляю греческий йогурт, одно сырое яйцо, немного подсаливаю и перемешиваю. Выкладываю заливку сверху в виде небольшой шапочки. Запекаю блюдо в разогретой до 180 градусов духовке примерно 15-17 минут. За это время как раз полностью приготовится яйцо, которое есть в составе заливки, и хорошенько зарумянится сыр. Готовые гнездышки сверху посыпаю рубленой зеленью. У меня смесь укропа и петрушки. Получается яркое, красивое, интересное и насыщенное во всех отношениях, как в визуальном, так и во вкусовом блюдо. Остывший картофель в мундире, который я использовала для приготовления основы, позволяет уже готовому блюду отлично держать форму. Ну а с начинками здесь огромное поле для экспериментов и проб. Расскажите, как бы приготовили вы? Готовлю куриные котлеты с сочной яичной начинкой, для которой понадобятся сваренные вкрутую яйца. Я их измельчаю ножом, можно размять вилкой, а также мелко нарезанный укроп и немного творожного сыра. Все компоненты перемешиваю. Для основы котлет беру фарш из филе куриной грудки. По желанию, куриное филе можно просто измельчить в блендере. Добавляю соль, черный молотый перец. На хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством топленого масла пассерую мелко нарезанный репчатый лук до того момента, пока он не станет золотистым. И в конце добавляю измельченный чеснок, перемешиваю с луком и огонь выключаю. Так чеснок раскроет свой аромат, но при этом не подгорит. Когда лук с чесноком немного подостынут, добавляю их к фаршу. А еще кладу яйцо и творог. Все хорошенько перемешиваю. Полученный фарш делю на порции. Работать с фаршем очень удобно руками, смоченными водой. Порцию фарша разминаю в небольшую лепешку, в центр выкладываю немного подготовленной начинки. И, соединив края лепешки, формую котлету. Все подготовленные котлеты укладываю в форму для запекания, стеклянную, керамическую или металлическую, и наливаю немного воды, и я сразу кипятка, так, чтобы котлеты в процессе приготовления не подгорели. Помещаю форму в разогретую до 180 градусов духовку и запекаю котлеты примерно 30-35 минут до легкого золотистого цвета. Вот так котлеты выглядят в готовом виде. Обжаренный лук и творог придают котлетам из куриного филе мягкости и сочности. Ну а начинка усиливает этот эффект вдвое. Да и разрез получается весьма эстетичным. Рекомендую попробовать приготовить такие котлеты и оценить их на вкус. Если вы и ваши дети любите бургеры, попробуйте приготовить их так, без единого кусочка хлеба. Для приготовления бургеров я взяла фарш из филе куриной грудки. Добавляю к нему яйца, соль и черный молотый перец. По желанию можно использовать и любые другие специи. Смешиваю все до однородности. Получается достаточно жидкий фарш. Сковороду разогреваю, сбрызгиваю растительным маслом и ложкой выкладываю порции фарша, придавая им округлую форму. Получаются вот такие котлеты-бургеры. Половину из них сверху посыпаю семенами кунжута. У меня белый, если использовать черный, его впоследствии будет чуть лучше видно. Готовлю бургеры на среднем огне. Как только края побелеют, то есть с нижней стороны они достаточно прожарились, переворачиваю на другую сторону. В процессе приготовления можно перевернуть их еще пару раз, чтобы они зарумянились чуть больше. Итак, у меня получилось 10 бургеров, половина из них с кунжутом, половина без.
Теперь подготовлю соус и начинку. Маринованные огурцы нарезаю очень мелкими кубиками. По желанию можно натереть их на мелкой терке. И соединяю с греческим йогуртом и неострой горчицей. Соус готов. Первым беру бургер без кунжута. На центр выкладываю ложку соуса. Далее листья салата айсберг. Я его просто рву руками и выкладываю достаточно объемную порцию. Ломтик сыра у меня сегодня легкий. Далее помидор и еще одна ложка соуса. Накрываю это все сверху бургером с кунжутом, так, чтобы кунжут оказался сверху. Скрепляю при помощи шпажки. Вкусно, полезно, сочно и хрустяще. Что еще надо? Вот интересно, это только мне весной очень хочется зеленых овощей, зеленых салатов и вообще зелени? Или вам тоже? Воплощаю свои желания в следующем блюде, для которого взяла замороженные овощи, зеленую стручковую фасоль и брокколи. Измельчаю их ножом, не размораживая. Разогреваю сковороду с небольшим количеством топленого масла и пассерую мелко нарезанный репчатый лук до мягкости. Выкладываю брокколи и фасоль, добавляю соль, черный молотый перец и сушеный чеснок. Готовлю овощи на среднем огне буквально 3-4 минуты. Делю их на порции, придав форму небольших гнездышек, сделав в центре каждого небольшое углубление. В каждое углубление насыпаю сначала немного натертого сыра и разбиваю яйцо. В сковороду вливаю немного воды и закрываю крышкой. Огонь убавляю до минимального. Пар, образующийся внутри, позволит белкам быстро приготовиться, а желткам при этом остаться жидкими, чтобы они могли послужить соусом для овощей. Вот такое простое, при этом яркое и очень вкусное весеннее блюдо получилось. Отличный вариант ужина или завтрака.